последнее время человечество изобрело много невообразимых технологий. Телефон, интернет, компьютер, спутниковое телевидение и многое другое. Казалось бы, перенеси кого-нибудь, жившего пару сотен лет назад в наше время, и он решил бы, что попал в сказку. Однако наши предки тоже были не столь дремучими и невежественными, как о них принято думать. В этом видео невероятные достижения наших прародителей, которые опровергают традиционные каноны современной науки. Начнем с того, что многие сотни и даже тысячи лет наши прародители уже использовали в своем обиходе такие вещи, без которых жизнь для современного человека была бы немыслима. К примеру, солнечные очки, которым более 800 лет, были найдены на канадском острове Баффинова земля. Их предназначение – защищать глаза от солнечных бликов на снегу. А вот такие носки были в ходу у древних египтян в 500 году до нашей эры. Их носили сандалиями. Данный ботинок для правой ноги, мужской или женской неизвестно, был найден в пещере в Армении. Его возраст датируется 5500 годами. Но это все привычные вещи, которыми достаточно сложно удивить. Теперь давайте заглянем за угол традиционной науки, какие секреты там скрыты. В 1900 году около небольшого острова Антикитера в 25 милях к северо-западу от Крита был обнаружен загадочный бронзовый объект непонятного назначения. После того, как любопытные ученые вытащили этот артефакт из-под воды и очистили его, они обнаружили части какого-то сложного механизма, состоящего из разных шестеренок. Идеально ровные диски этого механизма и некоторые обнаруженные остатки надписей, по всей вероятности, могут сказать нам о его основной функции. Скорее всего, механизм представляет собой астрономические часы без маятника. Однако, как в греческой, так и в римской литературе не найдено ни одного упоминания об этом древнем компьютере. Артефакт был обнаружен рядом с кораблем, затонувшим предположительно в 1 веке до нашей эры. Дальше еще интереснее. Необычный артефакт в горах Косово обнаружил фотограф и исследователь Исмет Смайли. Внешне эта находка похожа на камень причудливой формы со встроенной в него электромагнитной катушкой. По мнению исследователя, его находка не что иное, как древний трансформатор, которому, как показали анализы, не менее 20 тысяч лет. Предмет оснащен элементами, которые напоминают фарфоровые изоляторы. В корпусе проделаны 4 симметричных отверстия для проводов. Пока ученые проводили анализы найденного объекта, уфологи уже назвали артефакт частью космического корабля, посещавшего нашу планету в прошлом. Откуда на самом деле появился загадочный аппарат? Возможно, у вас получится дать объяснение, которое мы с нетерпением будем ждать в комментариях. Кубок Ликурга. В Британском музее хранится очень красивый древний экспонат римский кубок Ликурга. Но знаменит он в большей степени своими удивительными оптическими свойствами. При обычном освещении кубок кажется желтовато-зеленым, а в проходящем свете приобретает глубокий винно-красный оттенок. Лишь в 1990 году ученым удалось приблизиться к разгадке тайны кубка. Техника изготовления кубка является настолько совершенной, что его мастера уже в то время были знакомы с тем, что мы сегодня называем нанотехнологиями. Предположительно, этот кубок был изготовлен в IV веке в Александрии или Риме. Но датировать изделие, выполненное из неорганических материалов, очень сложно, и он вполне может оказаться намного более древним, чем предполагается на данный момент. Кубок сделан из дихроического стекла, которое способно менять свой цвет в зависимости от освещения. Например, с зеленого на ярко-красный. Такой необычный эффект возникает из-за того, что дихроическое стекло содержит в себе небольшое количество коллоидного золота и серебра. Этот потрясающий артефакт свидетельствует о том, что создатели кубка намного опередили свое время, а подобная технология была на тот момент совершенно обыденным явлением.
Фрагмент из гробницы Готерии, II век нашей эры, сохранившийся сегодня в музеях Ватикана, представляет собой одно из самых старых документально зафиксированных изображений колесной машины подъемного крана, которой управляют строители. На изображении видно, что кран приводится в движение 5 рабами, которые идут внутри большого колеса. Стрела, являющаяся частью крана, повернута к только что построенной гробнице почти вертикально. Как гласит описание из официальных источников, это здание в форме храма, украшенное погребальными бюстами, на вершине которого выделяется фигура женщины, лежащей на кровати, как предполагается, вероятно, покойной. Колизей был построен почти 2000 лет назад, но он все еще не разрушился. А дело тут в знаменитом римском бетоне «Opus Cementicum», из которого, помимо Колизея, были сложены многие акведуки, портовые причалы, стены домов и другие постройки в Древнем Риме. В отличие от современного бетона, сложенного из цемента и щебня, его древний римский тезка был заметно прочнее и не разваливался через несколько десятков лет после попадания воды. Наоборот, он становился только крепче после контакта с водой, о чем писали Плиний Старший и многие другие хронисты времени имперского Рима. Это необычное свойство древнеримского бетона осталось тайной для современных ученых. Конечно, они хотели бы повторить такой успех, и им удалось установить состав этой смеси. Но оказалось, что этого недостаточно. Сам бетон не удалось повторить до сих пор. И таких примеров, просто кричащих о том, что не все так гладко с официальной историей, преподносимой нам, бесчетное количество. В свою очередь, они поднимают перед нами целую череду вопросов. Зачем от нас скрывают реальное прошлое человечества? Кому это нужно? И чем грозит в будущем? Поживем – увидим.